видеорегистратор и много еще чего в одном устройстве. DDPay. Показывал я вам видеорегистратор и сам сейчас пользуюсь на своем автомобиле одном. Хавал видеорегистратором DDPay с двумя камерами. Очень классно. Передняя камера, задняя. Все фиксируется со звуком. Все качественно. Вот что приходит в комплекте. Можешь заказать с комплектом стояночного видеонаблюдения, так сказать. По стандарту DDPay. Подключаешь на места, на предохранители. То есть все это расписано, прописано индивидуально, от машины зависит. И у тебя будет вариант, когда ночью парковка и видеорегистратор будет писать автоматически по движению, что происходит вокруг автомобиля. Хорошая упаковка, все, с этим вопросов нету. Смотрите, фирменная качественная упаковка идет, и это видеорегистратор M5S. DDPay, фирменная упаковка, уже я распечатывал, в пленку все затянуто, очень все плотно, и здесь по весу оно тяжелое, да, но, наверное, здесь процентов 30 веса занимает сама упаковка, потому что вот так все качественно, посмотрите, какой карабас мощный. Ну, DDPay, они стараются держать марку, но вот кто не очень старается, так это продавец в этом магазине. Ссылку я оставлю, ну, в общем-то, заказывать-то можно. Сама фирма-то ни при чем, устройство ни при чем. А вот продавец безответственный. Я когда мониторил эти все системы, я хочу в Mercedes Vito. Такое устройство, через которое можно было выводить и навигацию, и подключить беспроводной Apple CarPlay, Android Auto, и чтобы это было еще плюс и камеры. Вот это устройство. При заказе я заказал комплект полный. Это стояночный комплект подключения, кабель, и плюс еще задняя камера. В комплекте не предусмотрена задняя камера, но у продавца есть вариант выбрать с задней камерой, также фирменная камера DDPay. У самого устройства есть возможность подключения задней камеры. И что у нас в итоге получается? У нас получается очень универсальное устройство. Это видеорегистратор, регулируемая камера передняя 5-мегапиксельная. На панель ты поставил это устройство. Она снимает впереди широкий угол, очень классно пишет, карты памяти поддерживает, все. Задняя камера также. Экран может делиться на две части, ты можешь в ходу видеть и переднюю камеру, и заднюю камеру. С задней камеры также пишется картинка на карту памяти. Какой огромный плюс, что задняя камера еще будет служить при подключении этого устройства и установке в автомобиль, как камера заднего вида. То есть ты включил, сдаешь назад, просто активировал камеру на весь экран заднего вида, и ты видишь, там есть парковочные линии, все полностью. Видеорегистратор с двумя камерами, плюс камера заднего вида у тебя появляется на автомобиле при установке этого устройства. Плюс у тебя появляется беспроводной CarPlay, Android Auto, навигация на экран на большой. В комплекте вот идет само устройство, камера должна отдельно идти. Но он мне ее не положил. Написал я сразу ему сообщение, что или давай пришли мне камеру, деньги мне не нужны, мне нужна камера. Потому что мне немаловажно, чтобы у меня была камера заднего вида, ну и плюс, чтобы писалось все. Он пишет, что заблокировал меня, тупо заблокировал и все. На сообщение мне отвечает, написано, что я не имею права присылать этому продавцу сообщение. Я открываю спор, что там он там мне предлагает $30 вернуть. Но мне не смысл не в деньгах, а в камере. Мне нужна камера. Он пишет, что перепутал что-то там. Уже когда я открыл спор, он начал писать в споре, что перепутал, забыл положить. Я не отвечаю ничего, требую возврат, полный возврат, потому что не соответствует описанию то, что я заказал. Я заказывал с двумя камерами устройства, пришло с одной. Алиэкспресс решил, что $30 мне возмещения хватит. Я там написал отзыв, ну такое. В комплекте что идет, смотрите, для подключения адаптер. DDPay очень качественные, хорошие делает вот эти компоненты, видеорегистраторы и все, что связано кабели с подключением.
2 USB, 5 вольт 2 ампера, именно для подключения и USB. Тут прям написано USB for 5 MS, MS5. Вот, сюда именно подключаем, выделено все рамкой красиво. Ну и второй USB для подключения там твоего смартфона. В прикуриватель все подключаешь в устройство питания USB Type-C. И уже оно запускается и работает. В комплекте также идет кабель. Сразу скажу вам, мониторил я эти устройства, и очень много на андроидах есть. Сейчас такие устройства, они безымянные идут, непонятно какой там производитель. И люди пишут в комментариях, что греются они. Это будет стоять понятно где на торпедо, летом солнце. Само устройство само по себе греется прилично. Процессор, там все моменты. Плюс, если оно некачественное, оно перегревается и будет висеть. Плюс солнце еще помогает. Ну и будет, в общем-то, жопа. Это так как фирменное устройство и уже проверенное временем, я заказал его специально. Оно без, не знаю, Android есть здесь или нету, пишите в комментариях. Знаю, что 2 гига оперативки и 256 встроенной, плюс поддержка карт памяти также до 256 гигабайт имеется. 2 динамика. Есть возможность устройство подключать как FM-модулятор. По FM будет передавать звук на колонки твоей системы. Так кабеля хватит, наверное, 3 метра. То есть от прикуривателя сразу его пропустил и подключил в устройство. В комплекте идет карта памяти на 32 гигабайта, это в комплекте идет, в этом даже предусмотрено для карты памяти. Кабельные защелки на двухстороннем скотче. Прокладываешь кабель по торпедо и в нескольких местах вот эти вот защелочки. То есть, в общем-то, все предусмотрено. В инструкции есть понятный язык, да и английский нам уже понятный. Вот. Спецификация изделия и пошло. Все, что есть... Передняя камера, задняя камера, название, что где расположено. Нужно почитать обязательно, я еще не читал. Я его просто достал, включил, подключил, работает, все, сложил в коробку. Смотрите, еще интересный момент. Здесь USB Type-C тоже есть. Потом посмотрим для чего. Кнопки с этой стороны, то есть элементы веб-интерфейс управления. Кнопка включения-выключения, камера задняя, слот под карту памяти, камера передняя, вот она, и она регулируемая, меняет угол. В хороших диапазонах меняет угол она, то есть ты можешь перенаправлять ее. Немаловажно, смотрите, крепление на панель. Такая толстая силиконорезина, наверное, какая-то, и здесь двухсторонний скотч. Будет она повторять торпеду твоего автомобиля, куда ты будешь приклеивать. Понятно, что перед этим обезжиривать все нужно, чтобы хорошо схватилось вот это вот сам двухсторонний скотч. Пленку снимаешь, и там клейкая лента. И также здесь есть регулировка. Там вон такой получается шарнир, который также регулируется. То есть на месте ты можешь подправить угол, куда тебе нужно. Шарнирное устройство. И тоже фиксируется классно вот этим вот рычажком. Раз и зафиксировали от проворота. Нужно перенастроить, расфиксируешь и опять настраиваешь угол, как тебе нужно. Соответственно, это настраивается угол и камеры, можешь настроить угол, и угол обзора тебе. Смотрите, устройство матовым сделано, все продумано, в общем-то, чтобы не бликовало на солнце. 9-дюймовый, кажется, 8,9 дюйма сам монитор. Вот это, я, если честно, не знаю, что это, пока не разобрался. Имеется даже датчик освещенности. В зависимости от освещенности дает команду на автоматическую регулировку яркости дисплея. Отверстие второго вот еще рядом, это для полного сброса к заводским установкам устройства. Можно сбросить, придержать, как обычное устройство. Поэтому вот нету, я не знаю, что это. Поэтому в инструкции ничего по этому поводу не написано. Установлю карту памяти, которая идет в комплекте на 32. Ну, можно, понятно, если нужно вам, то можно и больше. Здесь указано, как ее устанавливать контактами вверх. До фиксации доводим, защелкиваем. Можно на столе это устройство подключать.
5-вольтовым блоком питания. Желательно не меньше 2 ампер, чтобы был блок питания. Но там пишут они, что советуют именно подключать в автомобиле их адаптером. Поэтому, да, тут нужно с этим согласиться. Ну, а если вдруг проверить на столе, вам нужно подключить, то можно использовать зарядное вашего смартфона 5-вольтовое. То я, в общем-то, и сделаю сейчас. Родной кабель использую, соответствующий разъем, и подаю питание на... Сейчас посмотрим загрузку на блок питания. По времени вот можно посмотреть. Скорость загрузки устройства. Отрегулировала яркость. Есть голосовые сопровождения. Сразу камера включилась. Уже, видите, снег пошел, но наклейка же заклеена. Все, уже устройство работает. То есть подключение буквально недолгое. Очень широкий угол. Вы видите, даже рыбий глаз присутствует, но это нормально для камеры видеорегистратора автомобильного. Разрешение написано, и уже идет запись автоматом при условии, что установлена карта памяти. Все есть, все значки, но все очень классно, очень качественно. Вот хотелось именно это получить. Понятно, что результат полный это уже по работе, как оно будет в автомобиле, при жаре, как оно будет все работать. Но картинка с камеры довольно-таки хорошая. Время, дата, все, отметка есть, что мы нажимаем и можем запись, я так понимаю, остановить. Зайти в меню. Все, наверное. Так, давайте же посмотрим, что именно вот это. Ни на что не влияет. Я даже не знаю. Пишите в комментариях, пожалуйста, что это такое. Так, свайп туда, ничего, домик, настройки, Apple CarPlay сразу, DVR, возвращаемся и сразу запись включается, выключим запись, FM Emission, именно настройка, настроили на магнитоле на автомобильной, на та, которая у вас сейчас стоит. FM станцию выбрали, например, 108 поставили здесь, и там поставили 108 на магнитоле. И у вас звук будет с устройства передаваться на колонки автомобиля. Можно вот включить, можно выключить. И настройки. Первое, что интересует, систем и языки, language. Есть понятный язык, все перевели, ну и дальше очень классно, потому что уже, инструкция, видно, русифицированная шла, и здесь также русифицировано, и все уже понятно. И это немаловажно, потому что вот те устройства, про которые я вам говорил, там, кажется, русского нету, поэтому, английский, да, можно понять, но комфортнее более на понятном языке. И здесь вот все далее. Установки Wi-Fi. Переходит, видите? Переходит и автоматически включается запись с камер. С одной стороны это хорошо, но я думаю, со всех сторон это хорошо. Что мы еще здесь можем? Звук включить, выключить на запись. Можно звук отключить, чтобы не сохранялось видео со звуком. Фото сделать, переключить на... это я уже зашел на карту памяти на записи. Ты можешь, да, и со звуком просматривать вот в неплохом режиме. Экспозиция, смотрите, работает на камере. Когда камера включается, видно, как она автоматически подстраивается под освещенность. В автомобиле, на улице это будет работать. И чем это хорошо? Тем, что встречные автомобили ночью, когда буду слепить фарами, камера будет подстраиваться и стараться сохранять адекватную картинку. Переключение камер, передняя и задняя. Так как задней нету из-за этого плохого человека, я вам не могу это показать. Купить в последующем карту, то есть камеру заднюю, думаю, да, можно, но там фирменные именно были, и идет в комплекте у него фирменная DDPay с этим разъемом. Я думаю, проблема не будет. В дальнейшем я по настройкам дальше, настройки Bluetooth, чтобы Apple CarPlay подключить, и он беспроводной здесь. Нужно по Bluetooth найти свой смартфон. Еще устройство Bluetooth на смартфоне есть. DDPay M5S98C4. Жму. Угу. Запрос на создание пары.
создать пару. 770 902. Не успел я ничего сделать. Открылся уже Apple CarPlay и навигация. Apple CarPlay на мониторе. Без провода. Все вот работает. Навигация, все, что Apple CarPlay поддерживает, все у вас здесь. Угол регулируется. Кстати, вы сможете и поворачивать или на себя устройство, расфиксировав его на шарнире, или же на пассажира. То есть оно крутится по кругу, по сути, на шарнире. Аккумулятора встроенного нету в устройстве. Есть суперконденсатор. При резком пропадании питания, ну и при отключении зажигания, там все, пропало питание, устройство, суперконденсатор дает еще некоторое время устройству на сохранение данных. Давайте дальше немного по настройкам. Смотрите, Apple CarPlay подключен. То есть ты один раз настроил, приходишь и автоматически у тебя видит устройство рядом телефон по Bluetooth и активируется сразу Apple CarPlay. Заходишь, навигация, все, этим пользуешься всем, чем нужно. В настройках что у нас еще? Установка записи, информация о водяных знаках, микрофон, запись заднего хода, зеркало камеры заднего вида. Такие вот настройки. Установка дисплея, потоковые данные, разделенный экран. Разделенный экран, наверное, на две камеры, то есть надо смотреть меню проецирования. Проекция, может это проекция на лобовое, ну, установки дисплея, потом разберемся. Автоматическая подсветка, регулировка ручная подсветки, если нужно, экрана. Выключение экрана, через сколько, защита экрана. Установка обнаружения. Такие вот настройки. Направь огонь на машину, которая постоянно ездит с пепельницей после отбоя. Ну вот, чтоб знал, такое даже есть. Установка хранилища по карте памяти, форматировать, если нужно, и оставшееся всего, и состояние доступно или... Wi-Fi есть, подключаюсь по Wi-Fi, но приложение DidiPay еще эти устройства не поддерживает. Поддержка сим-карт нету. Здесь, чтобы установить сим-карту, там и это устройство раздавало Wi-Fi. Такого здесь нету. Но, как показывает опыт, это лишнее, когда у тебя есть смартфон, у тебя есть Apple CarPlay, Android Auto, и смартфон у тебя будет раздавать. Настройки Bluetooth понятно, системные установки также понятно. Здесь дата, время, громкость. Сброс к заводским установкам. Информация о системе зафиксируем. Если нужно программное обеспечение, скорее всего будут обновления. Ну, обновления, когда будет возможность подключения к приложению на смартфоне. Сотовая связь. Apple Play, Android Play. Вот так вот. Здесь такое. Больше всего настроек, в общем-то, никаких нету. Так это все выглядит в салоне автомобиля с пассажирского места. Ну, отлично. Проблема с приклеиванием, нет никакой проблемы. Тут, наверное, скорее всего будет проблема демонтажа, в случае чего. Очень хорошо прихватывается. Эластичное все, вот это крепление. То есть ваши неровности все она заполняет. Тут уже от автомобиля будет зависеть от вашего, куда вы будете приклеивать. Держится надежно. Смотрите, вот я поворачиваю. Фиксация тоже надежная. Даже можно не фиксировать рычагом. Все это классно. Вот меняешь угол. Как хочешь, это все и делаешь. На водителя, на пассажира. Все отлично. Вопросов к креплению нету никакого. Дальше уже регулируешь камеру, регулируешь угол наклона, как тебе удобно, и фиксируешь рычагом. Но я даже скажу, что фиксация здесь рычагом вот этим и не нужна. Давайте посмотрим, как быстро активируется и сконнектится с телефоном устройство. Включаю просто массу, у меня здесь масса, поэтому питание сразу идет на прикуриватель. Вот, раз, включил. Пошла загрузка. То есть пока ты сел в автомобиль, Hello, Ding Ding Pie. Устройство уже загрузилось. Картинка, блин, очень красивая. Смотрите, регулируется яркость. Вот таким образом пошла уже запись. То есть ты запустил уже двигатель, и уже устройство, пока ты готовишься к выезду, устройство уже запустилось, уже пишет классную картинку. И ждем активации. Да, вот. Вот через столько времени активировался CarPlay. То есть смартфон у тебя в сумке, смартфон у тебя в кармане лежит.
iPhone. И вот получаем мы Apple CarPlay. Заходим в Waze, заходим в Google Maps, яркость, не знаю, нужна ли здесь мне регулировка, нужно выезжать на дорогу и смотреть. Вот дворники, в общем-то, видны, и вот перед машиной все записывается, и угол широченный. Я вам скажу, что угол, ну, реально просто широкий. Вот с двух сторон я все вижу. Если нужно развернуть, понятно, повернул или монитор, или само устройство немного повернул, или же камеру развернул. Диапазона регулировки камеры хватит. На магнитоле на FM настроил 108,0 диапазон. Также настроил на FM передача 108,0. Включаю музыку. Радио просто выбираю. И звучит музыка из динамиков автомобиля. Полностью ты слышишь из динамиков твоей аудиосистемы. Имеешь хорошую аудиосистему в автомобиле, и ты будешь наслаждаться музыкой через Apple Music, Apple CarPlay. И аудио передается, любое аудио передается на аудиосистему твоего автомобиля. Также и с навигацией, вот с Waze, с Google карт, все аудио передается, если включена у вас магнитола, на магнитолу и на динамики автомобиля. Если магнитолы нету, выключено, то будет аудио воспроизводиться из динамиков устройства. Кстати, динамики стерео, также вся эта система очень классно работает. Ну и, конечно, немаловажный плюс — это камера заднего вида, которую я не получил в этом комплекте. Обязательно буду дозаказывать и устанавливать, потому что, ну, это огромный плюс, это помощь. Это запись с камеры заднего вида, также и плюс еще помощь при езде задом. И в отличном качестве камера заднего вида также показывает. Поэтому заказывайте, если комплект, то заказывайте обязательно с камерой заднего вида, кому это нужно. Ссылку на устройство оставляю. В конце видео сейчас выйду и добавлю вам записи, оригиналы с камеры, с передней, как пишет. Ну, сразу я вижу по картинке, что даже в онлайне вот картинка, просто суперовая запись.